якщо говорити по лівому берегу, південь, ми неодноразово з вами говорили, що і в районі Кринок, і від Кінбурзької коси до Нової Каховки, до Енергодару є проблеми в росіян. І от цьому є підтвердження, тому що Путін зізнався фактично в тому, що в нього є величезні проблеми, і він зробив величезне, серйозне звільнення. Про кого ми говоримо? Ми говоримо про генерала і цілого керівника цілої 18-ї армії. Ось його фотографія. І звати, зараз я вам скажу, як його звати. Це не зовсім важливо, але так, аби ми знали. Андрій, як-то там. Ну, суть в тому, Мірзоєв. От звільнення цілого генерала армії. Наскільки це серйозно? Ну, потеря управления. Любое увольнение старшего начальника – это потеря управления определенная, на определенное время, пока команда, допустим, перехватывает и выстраивается. Опять же, пока не будет назначен новый, пока будет исполнять обязанности, допустим, либо тот, кто будет, его зам будет исполнять обязанности, будет переназначен, либо зайдет новый генерал при выполнении, дальше пойдет переформатирование всей команды под генерала. Ну, так заведено в армии. То есть это так называемая централизация в управлении. Потому просто снятие даже одного генерала приводит к разбалансировке действий, в том числе и в низовых войсках. Потому у нас есть сейчас возможность вот это определенный временной лаг, воспользоваться этим переназначением или снятием как минимум. Ну а то, что кого бы ни поставь на это направление, а у них положительной динамики абсолютно не будет. Это, так сказать, провальное, это так называемые обстоятельства непреодолимой силы. Для того, чтобы на дальностях в 500 километров удерживать фронт или там пытаться наступать или противодействовать нашим войскам на этом направлении, россиянам надо чуть ли не весь левый берег занять, перебазироваться. Ну, то есть это есть вещи, которые просто нереальные на данный момент. И на плече в 500 километров удержать боевые действия нереально. Кого бы они ни поставили. Хоть сам садись, называется, для Путина. То есть хоть самого Путина поставьте. Толку абсолютно не будет. Та же картина по Черноморскому флоту. То есть кого бы россияне не поставили командующим Черноморского флота, то количество там 500 посудин российских кораблей, которые зажаты в закрытом водоеме, это просто хорошая цель. Неважно, кто им будет руководить. Еще раз повторюсь, обстоятельства непреодолимые силы. Вот они же давят на российскую группировку на левом берегу Днепра. Почему для нас оптимальный вариант как раз движение в сторону Крыма и вообще любых контрнаступательных действий, именно начавшееся с форсирования Днепра, почему мы в принципе за Крынки и держимся. То есть это одно из направлений. Там дело в том, что там несколько, может быть, направлений, до 5, где можно будет форсировать Днепр и двигаться. Но это просто, вернее, это после получения авиации и дальних средств поражения ракет типа «Атакамс». До речі, про авіацію і дальній радіус дії снарядів ракет. Суть в тому, що видання The Sun передає, що воно спілкувалося з високопосадовцями українськими і кажуть наступне, переконують в такому, що орієнтовно в липні, можливо, коли буде саміт НАТО в Вашингтоні, Збройні сили України, наші спецслужби готові здійснити третю атаку на Керченський міст. Начебто для цього підготують 30-40 ракет Storm Shadow, також авіацію іншу, F-16 на той момент мала вже бути, і наші надводні дрони. І от вони демонструють, що справді буде влучання по Керченському мосту. У мене два питання, пане Романе. Чи справді такими силами і засобами можна вразити міст? І чи потрібно вражати міст, зважаючи, що росіяни, по карті глянемо, добудовують свою залізницю от з Ростова по берегу Азова до Джанкої, відповідно, матимуть потужну логістику? Дело в том, что пусть строят лучше 2 или 3 ветки. Как раз вот эту логистику из Ростова можно как минимум в 2 точках отминусовать. Там намного ближе мосты находятся, их там прикрыть практически невозможно. Это мост через Миус и мост через Кальмиус. То есть Миус на российской территории под Таганрогом, Кальмиус под Мариуполем. И там как раз 2 ЖД моста
по которым мы уже работали, и повторные удары до Кальмиусского моста, там вообще достают ракеты М-31 с дальностью 80 километров из «Хаймерсов». Потому это как раз не проблема, ее вывести из строя. Главное, чтобы они достроили качественно, чтобы она нам потом осталась. Нам надо будет тоже двигаться из Мариуполя в Крым, в Керчь, в Ялту отдыхать. А вот вопрос по уничтожению Керченского моста, он уже перезрел. Обещания обещаниями, а тем более, а еще и привязка к каким-то саммитам. Ну, с одной стороны, мы же не россияне, нам скрепы-то зачем? Нам зачем в голову вбивать скрепу там саммита какого-то очередного или для чего это надо? Это нам точно не нужно, и как только будет вот возможность, как только появится возможность вывести Керченский мост из строя, его надо тут же выводить. И пока он не выведен, скорее всего, просто у нас нет такой возможности. По разным причинам. Почему? Потому что одно дело, допустим, заход, атака должна быть комбинированной. То есть это не точечная атака, комбинированная. А для того, чтобы была комбинированная атака, надо иметь, ну, как минимум, около 5 механизмов средств поражения. Подводный, надводный. Толоки у нас есть, надводные уже есть такой дальности и мощности. Нужен еще воздушный, причем ракетные, беспилотники и ракеты крылатые, беспилотники и ракеты баллистические. Вот можно сказать, что как минимум одной составляющей на данный момент пока у нас нет. У нас нет баллистических ракет. А без баллисты выполнять удары по Керченскому мосту, ну, это как минимум минус 30% поражений. Потому здесь вот завязано, скорее всего, будет именно на баллистическую компоненту. Это ракеты «Атакамс». И либо «Гром» в достаточном количестве, их надо хотя бы в десяток, либо «Атакамсов» десятка-два, так как у них мощность заряда в 2 раза меньше, чем у того же «Грома». Ну, естественно, оптимально, если бы были не скалпы из Storm Shadow, которые там разрисовываются, а были таурусы. Таурусы все-таки полутонные, тандемные заряды как раз для вскрытия железобетонных сооружений. Потому здесь, скорее всего, вот этот момент пока связаны руки именно этим. То есть недостатком одной компоненты баллистической и второй по модификации, скорее всего, Таурус. Но как только баллистические, то есть как только будет принято американцами решение по передаче атакамсов, скорее всего, Шольц примет решение по передаче Таурусов, и мы получим это такой тандемный уже возможность двойного удара. Пане Романе, я також хотів би згадати про наші дрони, тому що от речник СБУ каже наступне, що наші дрони, і є вже нові дрони, наразі ми мали 2 види надводних цих от дронів, які атакували і опори Керченського мосту. Це є Sea Baby і Мамай. Так от він каже, що є вже Sea Baby 24, і він каже, немає у світі аналогів абсолютних. Ці дрони можуть бити по всіх надводних цілях будь-яких, від великих десантних кораблів до Керченського мосту. І важлива деталь, що вони є радіопоглинаючими, тобто їх не бачать, я так розумію, РЕБ окупантів. І також він каже, що вони коштують орієнтовно 8,5 мільйонів гривень, а об'єкти, в які ми можемо бити, чи то кораблі, чи то міст, в рази дорожчі. І взагалі весь світ не має аналогів і дивується прориву саме в цьому напрямку України. Недавно, но только не недавно, несколько месяцев назад служба безопасности пробежалась по кругу с шапкой, собрала 300 миллионов. Помните, мы с вами о них тоже говорили. Так а то если 2 миллиона стоит этот дрон, так у нас уже должно быть 150 дронов. Вот хорошо, что они у них есть, а главное, чтобы они у нас были. И если они у нас есть, то тогда непонятно, почему до сих пор идет отгрузка углеводородки с Новороссийского терминала. Уничтожить, допустим, нефтяной маяк, по которому уже был раз нанесен удар, повторно нанести удар достаточным количеством, еще раз повторюсь, математика, 300 разделите на 2, 300 миллионов на 2 миллиона, 150 дронов уже должно стоять на боевом дежурстве. Отправьте хотя бы 50, и новороссийского маяка как минимум не будет. То есть отгрузки углеводородки не будет у россиян. С этого надо начинать, раз они уже есть. Пока ждать, допустим, те же атакамсы или таурусы по Керченскому мосту. Работать по Новороссийску нужно. Я не знаю, доходит это или не доходит. Но здесь, по-моему, как 2 пальца об асфальт.
понятно, именно такое действие. Если они уже есть, а если их нет, то зачем тогда об этом говорить? Ну, то есть, чтобы потом не разочаровываться, вернее, да, лучше не очаровываться. Вот лучше сделайте, а потом говорите, потому что это говорильно уже немножко поддостало. Анонсы, привыкли все анонсами заниматься. Ну, это что, квартал 95, в конце концов? Это война, делайте. А потом мы расскажем, как это красиво выглядит, и покажем. Так это уже лучше потом, без анонсов. Потому что эти анонсы анонсируются, сколько мы уже эти анонсы слышим. И в режиме Марио идет грабить банк. Ну, уже в конце концов соберемся все и всю службу безопасности на руках отнесем под Новороссийск, покажем пальцем, где находится этот нефтяной терминал. Пане Романе, дуже дякую за це зведення. Нашим